Ну что, господа, вот мы на фронте. Вот впереди у нас станица Луганская, вот видно ее, значит, и слева у нас станица Кондрашовская. Вот там уже укропы. Это где-то километр-полтора. Так что не любите жаловать. Мы сейчас пойдем на позиции, но будем осторожны, соответственно. Ну ладно, пошли. Это ваша позиция здесь, да? Да, это наша. Обычный день. Сначала вышли наши, постреляли оттуда с этого Ратибора. Потом начали крыть минометами. Вот по вот этой горе, и там тоже, там улицы побили. Вот эту гору прям вот сразу по этой насыпи обработали. Потом танк начал лупить тоже сюда, от того моста. Собственно говоря, ну, постреляли, тут вроде снайпер перестал. Что еще? Собственно, ночью еще, блин, да, выезжала БМПшка, блин, наша отсюда. Лупила туда, по зеленке. Видимо, там кого-то, блин, засекли. А потом, соответственно, в ответку опять минометный обстрел. Ну, ясно. В общем, так все. Ну, то есть, как я, наверное, уже повторяюсь, как говорили во времена Великой Отечественной войны, бои местного значения. Позиционные. Позиционные бои. Ладно, спасибо. А это как твой позывной? Черкес. Черкес? Ну, отлично, хороший позывной. Крупнокалиберный пулемет «Утес». Задача. Долговременная огневая точка, наша передовая позиция для прикрытия блокпоста. Сектор обстрела как раз направлен в слабо бронированную технику, автомобили. Ну, гусеницу у танка. Ну, блокпост. Слушай, вот идет бой, да, им пофигу все внизу там. Потому что, чтобы их достать, танкам надо выйти на насыпь, на железнодорожную. А если они выйдут, Да, то если выйдут, то вы их и они уничтожите. огрызаться будут. И они огрызаться будут. Там же бункеров тоже нарыто. В первую очередь они отстреливаются и уходят по определенному маршруту, по заранее оговоренному. Они уходят к нам сюда на гору. И мы уже, мы в это время прикрываем их. И... Это в том случае, если мы не пресечем наступление. Ну да. Сейчас вот внизу ездят обычные машины, рейсовые автобусы, маршрутки, которые везут людей. Вот вокруг при этом идет интенсивный бой с огромной плотностью стрельбы. Вот сейчас вот передышка небольшая, но тем не менее. Бой он не прекращается, и война она не прекращается. И во всем этом люди, самое страшное, они уже привыкли. Они привыкли, что это норма, что это нормальная жизнь, и они не обращают уже даже на выстрелы внимания. вот котик нифига не боится, ни обстрелов, нифига. Мы тут по ямам лежим, а котик пофигу, ходит себе. Родился, наверное, во время войны. Ну молодой, да. Молодой, прям здесь, на позиции. Боевой кот, родившийся на позициях, не боится ни обстрелов, ни пуль вражеских снайперов, ни снарядов вражеских гранатометов и минометов. Ничего не боится. Вот такие вот у нас бойцы. Коты, да, на позициях. Эй, кот. Эй, кот. Да, он пули летают, а ему пофигу. Вот смотри. Пофигу. Опа. Это наши? Походу. Это наши улицы? Опа. А что ж мы не слышали мину? Что там? Жить? Да порядок. А чё, кто стреляет-то по нам? Да это дальше туда, на рыбхозе. Это наши стреляют, что ли?
Ну и наши, по нашим, все понемножку. Так, ну что, ребята, вот утром приезжали сюда, вели репортаж, помните, с высоты. Ну, вот, а сейчас здесь завязался бой. Украинцы обстреливают эту высоту господствующую. Ну, вот, там несколько танков вышло напрямую, наводку лупят. Ну и, соответственно, кладут здесь мины. Ну, вот, завязался бой. Ребята там в бою все. Вот, то есть, ну, как бы, вот, ну, слышите, да? Но мне сейчас с этого окопа не подняться, потому что сейчас здесь все простреливается. И чтобы добежать до другого окопа, до основного, мне, скорее всего, я не смогу добежать. Опа! Ну, вот. Ну, видите, как близко разрываются. Здесь все косит. Ну, вот. Поэтому мы с вами надеемся на Господи, на Солому. Солома успел туда вперед побежать. У него там более мелкие камеры. 2 GoPro и такая маленькая камера. Я надеюсь, он там поснимает что-то. Но там у меня большая камера, и мне с ней тяжело бежать. Оружие, тут и камера. Ну, поэтому будем ждать репортажа от Солома. А пока будем наблюдать, как происходит бой, ребят. Какие глаза? Пошли дальше. Боюсь старинным оружием с 1942 года. ПТР-ка 42 года. Так, а что это сейчас за хлопок был? Снайпер в посадках сидит. То есть вот он прям по нам стрелял сейчас? Да. Прям вот над духом? Да. Вот еще один выстрел. Пока мы не заметим, где он, мы его не сгоним. И позицию он свою не отдаст, как сказал Кадыр. И давно он здесь? Вчера появился. Угу. Вчера где-то часов, наверное, ну, часа в 4 дня. А нам стрелял танк. Сначала был снайпер, после снайпера вроде как сгнали, и уже пошел танк работать. Угу. И то есть танк такая разрушил... группа прикрытия снайпера? Да, танк разрушил дом, в котором жил человек. То есть вот прямо вот по жилому сектору стреляет? Да, по жилому сектору стрелял, сюда вот по дону стрелял. Ага. И разбил, ну, то есть по жилому сектору, что-то туда уходило. Справа жилой сектор, что-то здесь, вот здесь дом разбило. По ходу дела ребята нормально отбиваются. Ну, слышите, оба пули-то как свистят. Я не знаю, слышно вам, просто над нами. Этот, как его, ребята вроде как бы нормально там отбиваются. Ну, молодцы, казаки. Одно слово казаки. Ну вот. Поэтому будем надеяться, что этот, как его, вот это укропское нападение, как говорится, отобьют нормально. Ну, потише стало. Только вот бьют пока. Ну ладно, будем на казаков надеяться, да? К нам непонятно каким образом подъехал танк, он примерно в 800 метрах за нами, может быть в километре. Неизвестно чей это танк, но ориентировочно выстрелы танка в направлении города идут.
То есть прозвучало уже порядка 6-8 выстрелов, и все ушли в сторону Луганска. Возможно, город обстреливают. Бой... Сейчас слышно, что вот как раз за нами идет интенсивный бой, то есть по нашим позициям летят мины, летят снаряды, где-то здесь работает танк. В общем, блин, мы попали в самое пекло. То есть пока еще даже неизвестно, чей это танк и почему он бьет в сторону города. Возможно, прорвалась какая-то группа диверсионная, и танк бьет по группе прямой наводкой. То есть мы не можем исключать такую информацию, такую возможность. Но тем не менее бой идет. Судя по всему, бой приняли на себя бойцы подразделения Ратибор ГБР «Бэтмен». Надо будет узнать по ситуации, по возможным потерям у бойцов. Но на данных позициях держимся, ребята духом не унывают, но соблюдая все-таки боязнь за своей жизни. Это нормально, то что все по окопам. Плюс ко всему здесь еще стреляют снайпера, поэтому, ну, это мы такие смелые. Вообще, да, надо сейчас тоже в окоп идти. Да вообще надо текать отсюда на машине уже. У нас машину там танк обстрелял, мы еще не знаем, может быть машина наша уже не цела. Придется пешком тут идти. Ну, по крайней мере, мина по машине не попала, но упала где-то метрах в 50 около нее. Одна разорвалась, вторая не разорвалась. В общем, вот такая вот у нас, такое вот у нас перемирие, такая вот у нас в Луганске обстановка. Что здесь вообще происходило? Вот что-то мне там в домике рассказывали. Опа. Вот по вам, вас заметил снайпер, он стрелял лично по вам. Это нет. Вот туда шли, значит. Ну хватит подкалывать. Я имел в виду, вот по поводу того, что там поменялись, укропы поменялись. Ну вы говорили, что... Ну скажи, Андрюха, братан, выручай. Это секретная информация. Да? Да, это секретная информация. Вот мост от линии фронта. На мосту стоят казаки казицинские, охраняют мост. Чтобы ни один укроп, ни одна техника не прошла. Значит, обстреливали они вот с той стороны БТРом и танком. Вон там крас стоит, его сейчас даже без бинокля видно. Там они пытались блокпост сделать, но мы этого им не дали. Разбомбили, а потом всю технику взяли в плен. К сожалению, ни одного человека укропа не поймали. Убежали, не успели убежать. Значит, огонь можно открывать сейчас вон по тем позициям. Вон в той зеленке у них находится снайпер. Поэтому их выстрелы не так точны. Вот когда по нам бьет, вот только что он по АГС конкретно он ложил. В соседнем окопе он парень сидел на АГС, и по нему был выстрел. Вот так. Поэтому он сейчас перейти точно так же по этому снайперу открыть огонь из оружия, которое у нас имеется. Хорошо, да. Попал? Попал. Наверное, да. Еще раз. Левее немножко, да-да-да. Вон бежит, да-да. Опа, О, все, спрятался, упал. Наверное, ранее. Нет, бежит собака. Бежит. Сука, бежит. Вот теперь упал. Теперь уходим. Теперь с РПГ надо добить его, с РПГ. Ты же мегафон вместо лайфа уже повесил. Там просто связь будет пропадать, если это, и все. Не понял, как я без связи буду. Ну, если лайфа нету, то он не будет вообще. Если нету, то его нету. Да, ну и не нормально. будет Короче, ровно да. Добегу до вас. Куда идешь? Пойдем, я тоже. По нам? Так, ну Не, все, не, мы пошли. Мы пошли, короче, на передовую под обстрелом. Вот. Ну хорошо. Да, я его, считайте его коммунистом, а я его поведу. Ну что, господа, благодаря нашему пресс-центру казакам все-таки удалось отбить атаку украинских военных на Луганско-станичном направлении. Ну, а сейчас пора бы уже и покушать, все это смонтировать, чтобы вы это смогли увидеть в самое ближайшее время. Новая Русь.